Всем привет! Великолепная погода. Некоторые даже купаются. Грация кошки. Тебя-то я спасу, а кроссовки вот вопрос. Рекомендацион. Блять. Солененькая! Бля! Все. Дима, выходим! Пусть дальше плывет в Китай. Видео на ютубе, это же ведь не только для зрителя. Прикольно же, да? Люди, которым интересен остров. Как-то надо фиксировать, правда? Будьте осторожны, может быть камнепад. Ну не потолок, это прям реально выдолблено в скале. Атмосферы пещеры. Вот здесь, видно тебе? Вот она капает. Вот отсюда тоже очень красиво. Девочка, ты где там? Тут же можно прыгнуть и в открытый океан. Это жареной креветочкой, рыбочкой. Лавовый бассейн. Do you like Madeira? Enjoy. Enjoy. Всем привет! Привет на нашем YouTube-канале Люзия Ди Мадейра. Меня зовут Люзия, моего мужа зовут Дмитрий, он сейчас за кадром. Мы находимся с вами на пляже Формоза. Здесь большая длинная набережная. За моей спиной Фуншал, вот там район Лидо. Интересный пешеходный тоннельчик. Мы сейчас с вами с ним прогуляемся. В ту сторону у нас городок Камара-де-Лобош. Тоже можно практически пешком дойти по этой набережной. Сегодня конец ноября, прекрасная погода, 22 или 23 градуса, солнышко припекает. Судя по всему, океан теплый, потому что некоторые даже купаются. Ну, загорают точно. Да. Купающихся немного, но загорают точно. Я предлагаю попробовать водичку. Какой она температура, Дим, как ты считаешь? Да, я думаю, надо попробовать. Надо попробовать. Ну, снимаю кроссовочки. Оп. Аккуратненько. Грация кошки. Мне кажется, мы с тобой 1000 лет не купались. Ты хочешь сегодня искупнуться? Ну, давай начнем с ножек. Хорошо. Так, кроссовочки я оставляю под твоим присмотром. Да. А если их начнет смывать волной, что мне делать? Кого? Кроссовки? Кроссовки? Или меня? Тебя-то я спасу, а кроссовки вот вопрос. Главное меня спасти. Хорошо. Да, платьишко вот так вот сексуально завернула. Слушай, она вполне себе тепленькая. Ой, как красиво накатывает волна. Здесь обычно очень сильный прибой, да? Как люди здесь купаются? Ну, наверное, очень опытные купальщики. Мы здесь не купались, мочили ножки, вот здесь ходили по бережку, по краю, как-то окунались, но целиком купаться не купались. Я еще раз намочу ножки. Сейчас волна идет. Здесь она, конечно, не такая лазурная, как у нас в Каниссе, но здесь потому что именно черный песочек. Споласкиваем ноги от песка и по камушкам забираюсь к тебе. Рекомендацион всем, кто приезжает на Мадейру в ноябре, прям перед самым декабрем, приезжать на Формозу, солнечный день, и обязательно мочить ножки, ну или если вы смельчак, купаться обязательно. Океан очень теплый. Блять. Дмитрий Владимирович, да? Соберитесь. Да, я собрался. Давай. Все. Я готов идти купаться. Я раздел кроссовочки. Раздел? Вот здесь разул. Разул? Есть разул. такое. Ай, какая прелесть. Так. Вот это волна. Солененькая. И такое ощущение, что она солонее, чем в Средиземном море. Вот еще раз черный песок. Держимся. Вот он, черный песок. Вот он. Бля. Дима, выходим! Ах ты, ёптить! Это китайский имбирь. Очень полезный. Добавлять в чай. Понемножку отщипываешь. Очень здорово. Пусть дальше плывет в Китай.
ты в кадре. Пошли дальше. Do you like Madeira? Enjoy. Enjoy. Ты снимаешь меня, что ли? Как я ботинки одела? Сейчас рассуждали про то, что видео на Ютубе это же ведь не только для зрителя. Это и свой такой семейный видеоальбом. Правда? Да. Ведь интересно будет посмотреть через какое-то время, через полгода, Да. через год, какие мы были, как мы говорили, о чем мы думали, какие мысли были. Прикольно же, да? Да. Ну и на самом деле очень здорово, если это будут смотреть люди, которым интересен остров, интересны мы в первую очередь. Напишут они нам в комментариях, как ты думаешь, что-нибудь по этому поводу? Может быть. Делают они свой видео или фотоальбом? Ведь раньше фотографии не просто как бы фотографировали на фотоаппарат, потом проявляли пленку, выбирали лучшие кадры, распечатывали их, приклеивали в альбом, делали подписи, где это, что это происходило. И вот сейчас вот как-то надо фиксировать, правда? Ведь человек делает огромное количество фотографий, даже в течение дня может сделать. А пересматривает он их чаще нет. Ну что, пойдем гулять, смотреть тоннель? Да, пошли. Идем? Отправляемся. Здесь такой маяк, смотри. Ну, маленький маячок. Да. Некоторое время назад, когда мы только приехали сюда, здесь такое ощущение, что не было столько людей, во всяком случае поздней осенью, это точно. Что гуляли редкие туристы, где-то местные жители там занимались спортом, бегом, велосипедом, может. Здесь ездят на велосипедах, Дим? Здесь, да. Да? Да, ездят. Да, и мы все время удивлялись этому пешеходному тоннелю. У них же велодорожка снизу, посмотри. По камням? Нет, смотри, вот здесь же все, здесь сделана разметка. Она еще в проекте, да? Нет, просто закидала волной немножко камни. Идем, идем, А так идем. полноценная велодорожка, да. Идем, прогуляемся. Ну, набережная здесь такая прям конкретная, такие широкие, как это называется, парапеты такие. Сама набережная широкая, сделана бетонная. Видимо, когда штормит, волна может и сюда закинуть водичку, да? Да, закидывает. Вот чуть дальше мы видели Да? много камней после шторма. Да, мы гуляем здесь иногда, не часто, но когда приезжаем, стараемся пройти всю набережную, она достаточно длинная. Протяженность по километрам не скажу, это подскажет вам Google, около 4 мне. Дима показывает пальчиками. Ну, может быть. Отсюда мы ходили пешком в Камар-де-Лобуш. Камар-де-Лобуш — это вот надо зайти туда, за гору, вот туда вот. Там очень живописно. У меня там в Камар-де-Лобуш даже был, как это называется, пленэр с Уинстоном. Ты еще скажи, что с Черчиллем. Именно с ним. Потом покажу фотографии. Сейчас мы с вами зайдем в этот пешеходный тоннель. Здесь висит знак: будьте осторожны, может быть камнепад. Тоннель закрывают, по-моему, на ночь. Сейчас пойдемте посмотрим. Он проходит внутри вот этой скалы. И дальше мы выйдем к бассейнам, которые находится в Атлантическом океане, в самом океане непосредственно. Туда можно зайти, естественно, за деньги, купив билет, и провести хорошо время, поплавать, покупаться в океанической воде. Я включу фонарик, потому что в тоннеле темно. Сейчас мы увидим, как он работает. Туннель у нас работает с 9 утра до 10 вечера. Вот здесь вот можем увидеть. Открыли его, мне кажется, не так давно. Надо посмотреть в Гугле, когда он открылся. Заходим, здесь прекрасное эхо. Тоннельчик подсвечен, здесь влажно. Сверху может капать вода.
Да, пока освещение справляется. Справляется? Да, великолепно. Всё Сегодня видно. достаточно сухо. Я могу держать фонарик, чтобы немножко подсвечивать тебе. Вот посмотри, какой потолок здесь. Ну, не потолок, это прям реально выдолблено в скале. Да, вот здесь уже потемнее. Да, уже Идем со мной потемнее. аккуратно. Дима, аккуратно лужа. Сделана вот такая подсветка. Ты посмотри, как интересно. Да, подсветка. Такое ощущение, что здесь даже сделана скамейка, чтобы путники уставшие могли передохнуть. Хотя тоннель не очень длинный, но, видимо, кто-то может насладиться, если захочет, атмосферой пещеры. Причем, знаешь, такое ощущение, что здесь было как будто бы окно. Вот посмотри, оно здесь как будто бы заложено камнями. Ну, то есть это не природная кладка, ты видишь? Да, да. Вот я ее подсвечу. И скамеечка, пожалуйста, вот деревянная скамейка. Желающие могут передохнуть здесь. А какая протяженность тоннеля в километрах? А мы в гугле посмотрим и потом скажем. Это как же надо устать, чтобы присесть на скамеечку-то? Ну, может быть, кто-то боится, а может быть, наоборот. Надо почувствовать вот эту атмосферу. Приходит и в тишине вот здесь вот среди вот такой вот кладочки, среди вот этого вот мощного потолка. Мы все-таки внутри скалы находимся. Идем дальше. Аккуратно, здесь лужа. Хорошо. Как-то вот здесь на пяточках посудь. А, вот то, что я говорила. Вот смотри, здесь бежит вода. Так, иду по луже. Да, ты видишь? Я фонариком свечу. Вот здесь, видно тебе? Вот она капает. Вот прям вот отсюда, вот отсюда. Она откуда-то из скалы. Здесь камень мокрый. Ох, как красиво. Вот тут. Ну, это получается вулканический камень, наверное, да? Скала же вулканическая. Да. Идем, здесь тоже кое-что интересное. Давай. На меня капнула сверху вода. Вот отсюда. Пошли, скорее. Посмотри, какие здесь окна. Сейчас посмотрим, что из них видно. Аккуратно капает сверху. А здесь не капает, но здесь тоже так красиво. Посмотри-ка. Как будто мы в пещере. Да. Ты посмотри, как здесь прекрасно видно океан. Когда прилив, океан доходит до вот этих скал, вот этих угловых. И если идет волна, брызги залетают сюда в окна. Да ты что? Да. Как ты думаешь, здесь живут какие-нибудь, ну, я не знаю, летучие мыши? Да. Да? Да, очень много. Красиво. Водичку снял? Да, очень много Как это? летучих мышей. Вот отсюда тоже очень красиво. Димочка, ты где там? Да, я здесь. Идем дальше. Аккуратно, вот тут тоже капает. Но Так, луж сколько вроде... это уже? 20 километров прошли? Ну, это как-то на пикник. Ты посмотри, какая картинка, но... После Летучие этого мыши. кроссовочки, скорее всего, надо будет постирать. Но мы аккуратные, ходим аккуратно, поэтому... Поэтому покупаем новые. Пошли, ну, прям хочется их потрогать. Ну, это реально камень, это не какой-то бетон или еще что-то, это реально камень. И он такими прям пластами, такими срезами, очень интересно. Интересно, много туристов сюда забредает, как думаешь? Да, целые автобусы приезжают. Как везде на Мадейре, да? Да. Свет в конце тоннеля мы уже видим. Я выключаю фонарик. Хорошо. Здесь вот такие прям гладкие. Вот мы и вышли с другой стороны. Кстати, написано, что на велосипедах нельзя, только пешочком.
И как награда, если вы преодолели этот тоннель, вы можете выйти на такую красивую смотровую площадку. Здесь есть скамеечка, присесть и понаслаждаться видом. Вот здесь вы можете искупаться в природных лавовых бассейнах. Здесь безопасность обеспечивают спасатели. Есть инфраструктура, да, вот какой-то мы внизу видим барчик, менюшечки там лежат. Есть лежаки. В желтом это у нас спасатель следит за купающимися. Туда дальше мы сейчас пройдем, увидим лавовые бассейны. И отсюда же можно прыгнуть и в открытый океан. Информационный стенд работает с 10 до 18, до 26, нет, с 26 октября 2025 года до 31 марта 2026 открыто, я так понимаю. И здесь у нас прайс, ну вот, все включено, наверное, 5,90, дети 1,95 евро. Как-то тут варьируется. В общем, если пришли, пожалуйста, оплачивайте и наслаждайтесь лавовыми бассейнами природными. И сейчас мы поднимаемся справа и слева. Это рыбный ресторанчик. Запах стоит умопомрачительный, какой сливочным маслом, чесноком и какой-то жареной креветочкой, рыбочкой, чем-то таким вкусным. О, посмотри сюда, скорей, 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 скорей. Здесь можно выбрать рыбу, какую хочется. Вот смотри, там щупальца осьминога. Это, скорее всего, икра черной рыбы сабли, креветки, гребешки, какие-то тут филешечки. И вот такие вот, посмотри, какие хорошенькие. Ну и классическую дорадку можно. Черная рыба сабли тоже есть. Открытая кухня. Такой потолок у них, как и в пещере, да, видим. Каменный. И вот здесь вот такой зальчик. Посмотри, как тут симпатично. Прекрасный вид, такая очень приятная атмосфера, свежий океанический воздух, закатное солнце. Очень-очень мило. Кстати, можно посмотреть цены, не знаю, насколько актуальные. Ну вот, пожалуйста, на португальском, на английском, на немецком, на французском. Все читаем, сколько стоит тарелка, миска, кусочек и так далее. Пошли смотреть бассейны. Идем. Вот отсюда видно прекрасно. Кстати, у ресторана есть еще и верхняя площадка. Можно также присесть. Я думаю, что можно не только поесть, можно и выпить кофе с чем-нибудь вкусным. И вот так выглядят лавовые бассейны. Обычно к сезону вот эти выступающие части все подкрашивают белым, и они очень симпатично смотрятся на фотографиях. Вот там вот видим бортик, вот там видно? Да. Вот там вот пальчиком показываю. Это бортик от океана. Да. Бывает, что когда прилив, сейчас отлив, мы видели с вами это в пещере, да? Не в пещере, в тоннеле, в тоннель как пещера. И когда прилив, вода переливается в лавовые бассейны, да. Слушай, ну очень приятная атмосфера, очень рада я, что мы приехали сюда, время у нас 5:30, солнышко еще не садится, но уже близко к этому. Сейчас солнце садится рано, где-то около 6 часов вечера, но для конца ноября, мне кажется, великолепная погода. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И прогулялись с нами по пляжу Формоза. Да, прошлись по пешеходному тоннелю внутри скалы на острове Мадейра. Пишите комментарии. Ставьте лайки. В комментариях пишите, что хотите. Увидимся. И смотрите наши видео. Да. Пока-пока. Чао.